том, как живут люди в Северной Корее, можно узнать разве что из пропагандистских СМИ. Правда, это будет иметь мало общего с реальным положением дел. Фотографу Эрику Лафоргу удалось собрать снимки, на которых запечатлены различные моменты из его поездок в эту закрытую страну. Большинство из этих кадров он вывез тайком, нарушая запреты на фотосъемку в публичных местах. Лафорг побывал в Северной Корее 6 раз с 2008 года. За время поездок он сделал тысячи снимков в тех местах, где официально запрещено фотографировать. Часто он попадал в ситуацию, когда после каждого сделанного фото его настоятельно просили удалить снимок. Правдами и неправдами ему удалось вывести ценные снимки с собой на родину. С первого приезда в Северную Корею Лафорг убедился, что его не интересует парадная сторона, он хочет увидеть настоящую жизнь, поэтому официальные экскурсии не для него. Гораздо больше ему хотелось познакомиться с бытом корейцев, узнать, как они живут, как справляются с тотальным контролем. Отправиться на прогулку самостоятельно практически не было возможности, чаще приходилось ездить на автобусные экскурсии, тайком документируя все, что получалось увидеть. Спасал 300 мм зум и привычка сидеть на заднем сидении. В Северной Корее Лафорг столкнулся с запретом фотографировать полицию и армию. После его возвращения домой из последнего путешествия в 2012 году власти обнаружили, что он распространяет в интернете сделанные тайком фотографии, они оказывали на него давление, заставляя скрыть снимки из открытого доступа. Лафорг отказался это делать, объяснив, что он показал и положительные, и негативные стороны Северной Кореи, как любой другой страны, которую он посетил. «Я отказался делать исключение для Северной Кореи, и правительству это не понравилось», — сказал он. Вскоре Лафоргу запретили въезд в Северную Корею пожизненно. Во время моих визитов я много бывал в деревнях, общался с местными жителями часами, благодаря моим гидам. Они так много рассказали мне о том, как живут, о чем мечтают. Главное, что нужно знать о Северной Корее, это то, что там душевные люди, интересующиеся теми, кто к ним приезжает, они очень гостеприимны, даже учитывая, что у большинства из них ничего нет, рассказал Лафорг о своем путешествии. 1. Жизнь без электричества. Девочка за компьютером. Лафорг рассказал, что гиды радуются, когда туристы фотографируют детей за компьютерами. Им хочется показать миру, что Северная Корея идет в ногу со временем. Но как только они замечают, что компьютер выключен из-за того, что электричества нет, то требуют сразу же удалить снимок. 2. Фотографировать армию запрещено. Женщина в окружении солдат. Фотографировать солдат крайне нежелательно, поэтому подобные снимки автора просили удалять сразу же. 3. Общественная работа. Мужчина собирает траву. Такие фотографии время от времени попадают в западную прессу с заголовками, что жители Северной Кореи едят траву, собранную в парке. Чтобы не развивать этот миф, гиды запрещают делать подобные снимки. 4. Солдаты в свободное время помогают местным фермерам. Тяжелый труд вместо отдыха. 5. Истощение. Изможденный мужчина. В Северной Корее запрещено фотографировать людей с явными признаками измождения и недоедания. 6. Отсутствие автомобилей. Дети играют на проезжей части. Машины стали появляться на дорогах только в последние годы, да и то их очень мало. Дети до сих пор играют на центральной магистрали, будто во дворе своего дома. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.